Трамп предъявил Ирану счет за атаки хуситов в Красном море. Иран уже возмущен и вспомнил о международном праве. Лавров и Аракчи встретились в Кыргызстане. О чем разговор? Россия сигнализирует, готовы вернуться к переговорам. Это правда? 21-й пакет европейских санкций против России. В списке Мединский и другие знакомые лица. Россияне атаковали выставку вооружений под Киевом. Новые атаки на склады Wildberries. Санкт-Петербург, Ленинградская область и Симферополь. Новая тарифная война Трампа. Китай, Евросоюз и Бразилия в шоке и готовы бороться. Грандиозные пожары в Испании и Франции. Эвакуация целых регионов и пересохшие виноградники. Открытие игр Содружества. Король с королевой прибыли на церемонию в стиле «Доктора Кто». А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. США завершили 13-ю подряд ночь ударов по Ирану. Американские военные заявили, что атаковали несколько объектов вооруженных сил страны. По данным иранских государственных СМИ, погибли по меньшей мере 4 человека. Президент США Дональд Трамп дал понять, что прекращать операцию «Вашингтон» пока не намерен. На вопрос о возможном перемирии он ответил: «Нужно продолжать в том же духе». Иран утром заявил об ответной атаке беспилотниками на американские объекты на авиабазе имени Шейха Исы в Бахрейне и базе Эль-Азрак в Иордании. Государственное телевидение показало предполагаемый запуск дронов. Однако где и когда сняты эти кадры, неизвестно. Независимого подтверждения попаданий нет. В Бахрейне прозвучали сирены, власти призвали жителей пройти в укрытие. Одновременно Тегеран отказался от предложенного Вашингтоном прекращения огня. По данным The New York Times, условия американской стороны Ирану передал премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани. Иранские власти заявили, что не заинтересованы во временной паузе, которая не решает главный спорный вопрос – контроль над Ормузским проливом. Таким образом, после почти 2 недель войны стороны не только продолжают обмен ударами, но пока не согласовали даже основу возможного перемирия. Президент США Дональд Трамп предупредил: ущерб от атак хуситов на суда в Красном море Вашингтон оплатит из замороженных иранских активов. Прошу считать это заявление действующим до дальнейшего уведомления. Отныне любой ущерб, причиненный судам, грузам или чему-либо, имеющему к ним отношение, будет оплачиваться за счет иранских денежных средств, находящихся во владении и под контролем Соединенных Штатов. Ущерб может оказаться весьма значительным, но, тем не менее, это справедливое и честное решение. Благодарю вас за внимание к этому вопросу. Президент Дональд Джей Трамп. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ответ пригрозил последствиями. По его словам, конфискация создаст опасный международный прецедент, после которого ничьи средства не будут защищены, а последующий хаос не будет ни мирным, ни красивым. Захват активов одного государства ради выплаты компенсаций по несвязанным с ними будущим требованиям создает взрывоопасный прецедент. Тем, кто радуется получению этих средств или наживается на них, следует помнить: как только правительства сделают конфискацию нормой, ничьи активы больше не будут в безопасности. Последующий хаос не будет ни красивым, ни мирным. Иран утверждает, США применили против него оружие, которого не использовали ни в одной прежней войне. Представитель вооруженных сил генерал Абальфазл Шекарчи заявил, что Вашингтон задействовал арсенал, создававшийся для Третьей мировой. Против Исламской Республики применили все оружие, которое было испытано в мире, но до этого не использовалось ни в одной войне. Все виды вооружений, все технологии, все средства, прежде ни разу не применявшиеся в боевых действиях, были задействованы в войне против Исламской Республики. Все силы и средства, все оружие и все сценарии, которые американцы разрабатывали и готовили к Третьей мировой войне, к противостоянию с крупнейшими мировыми державами, были брошены в бой против Исламской Республики. Все это было применено и задействовано. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи встретились в Чолпан-Ате, курортном городе Кыргызстана, где проходит заседание Совета министров иностранных дел ШОС. Они обсудили эскалацию в Персидском заливе, прекращение боевых действий и восстановление безопасного судоходства. Переговоры проходят на фоне расследования американских спецслужб о передаче России Ирану координатов или технологий для точных ударов беспилотников по объектам ЦРУ в Эр-Рияде и Восточном Ираке. Окончательных выводов пока нет. Москва ранее отрицала передачу Тегерану российской системы спутниковой навигации «Комета-М». Спустя сутки после встречи с государственным секретарем США Марко Рубио, глава российского МИДа Сергей Лавров
наконец прокомментировал краткие переговоры с американским коллегой на Филиппинах. Но насчет того, что анкариджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкаридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Анкаридже были. Президент Трамп, я не выдам большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкаридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссное, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса. Но он добавил, что Зеленский сделает то, что я предложил. Но вот не получилось сделать, потому что, вы почитайте, я цитировал и передал вчера Марко Рубио высказывание президента Трампа на Аляске в день проведения пресс-конференции. Потом, когда он уже вернулся в Вашингтон, еще там 3 дня подряд он комментировал в восторженных тонах договоренности в Анкаридже. Говорил, что мы практически все порешали, там, может, один вопрос остался, но есть основа. Это наши оценки. Мы абсолютно с тех же позиций работали, исходя из того, что если принять то, что предложили американцы, это позволит остановить боевые действия и сесть за стол переговоров для урегулирования. Там множество деталей, которые относятся уже к политической стороне вопроса. Повторю еще раз, у наша совесть чиста. Как знаете, слово пацан сказал, пацан сделал. Мы сказали, и мы готовы. Ну, с той стороны, вот подход уже модифицирован, судя по цитате Рубио, которую он привел. Но задачи, поставленные президентом Путиным в июне 2024 года, как он неоднократно подчеркивал, будут выполнены. Президент не раз говорил, конечно, мы предпочитаем политико-дипломатическое урегулирование, но целей своих добьемся при всех обстоятельствах. И последний комментарий. Вот такое высокомерное, даже сказал, презрительное отторжение американских предложений происходит не в малой степени, потому что Зеленского накачивают оружие, ему в огромных количествах поставляют дроны, которыми он пытается подорвать стабильность Российской Федерации, атакуя мирных граждан и гражданские цели. И в значительной степени частью вот этой поддержки Зеленского является американская помощь. И не только в связи с тем, что они продают оружие Евросоюзу, а Евросоюз потом направляет его в Украине, но еще и тем, что американцы предоставляют разведывательные данные, Starlink работает, технологии высокие, которые необходимо уметь применять на поле боя, тоже там не случайно оказываются. Ну, вот такая ситуация. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков тем временем послал новый сигнал США. Россия, вопреки заявлениям Путина в последние дни, все еще готова на переговоры. Но, как всегда, исключительно на своих условиях. Ждать новых предложений будем. Американцы искренне, президент Трамп искренен, и его переговорщики искренне в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех. Вариант, который был им предложен, был принят нами, но не был принят украинцами. И американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами. Мы открыты дальше для предложений, для обсуждений. Конечно, они должны быть приемлемыми для нас в первую очередь. Но ведь американцы, я так понимаю, продолжают и военную поддержку киевского режима, причем существенную продолжают. Учитываем и принимаем во внимание, они продолжают накачивать Украину вооружениями, об этом и министр иностранных дел Лавров говорил. Но такой дуализм в позиции администрации Трампа мы должны использовать в той части, в которой он соответствует нашим интересам. А нашим интересам абсолютно соответствует их желание способствовать мирному урегулированию. Евросоюз ввел в действие 21-й пакет санкций против России. Крупнейшее за 4 года расширение списков.
Под ограничения попали 48 человек и 170 организаций, включая 94 банка, Московскую биржу и несколько нефтеперерабатывающих заводов. В списке министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, помощник Владимира Путина Владимир Мединский, руководитель «Газпром Медиа» Александр Жаров, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович и глава РЖД Олег Белозеров. Дегтярева Брюссель обвиняет в поддержке российских военных и деятельности на оккупированных территориях. Мединского в государственной пропаганде и оправдании войны. Транзакционный запрет распространен еще на 32 российских банка. Санкции также затронули криптовалютные компании, нефтетрейдинговые площадки и впервые суда, обслуживающие российский теневой флот. Евросоюз на год заморозил механизм пересмотра потолка цен на российскую нефть и начал оформлять запрет на въезд российских военнослужащих, участвующих в войне против Украины. Москва обещает ответные меры. Российские войска нанесли баллистический удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка продукции украинской оборонной промышленности. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 6 погибших и десятках раненых. Число пострадавших уточняется, на месте работают экстренные службы. Военнослужащий и основатель компании First Contact Валерий Боровик заявил, что удар вызвал серьезные разрушения. На мероприятии находились представители оборонных предприятий. Советник президента по развитию оборонных технологий Сергей Бескреснов, позывной «Флэш», сообщил, что он и его команда не пострадали. Украинский совет оружейников подтвердил атаку, но подчеркнул, что не организовывал выставку. Точное место ее проведения публично не сообщалось. Обстоятельства удара устанавливают компетентные органы. Атака стала частью дневного удара по Киеву и области. В столице работала противовоздушная оборона. После взрывов медиков вызвали в Святошинский район. Сразу 3 склада российского маркетплейса Wildberries атакованы в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и оккупированном Симферополе. За неделю беспилотники нанесли удары как минимум по 8 объектам компании. Возможный 9-й в Твери. Атаки продолжались 4 дня из 7. В петербургских Шушарах после попадания начался крупный пожар. Огонь тушит с земли и вертолетов. Площадь склада 106 тысяч квадратных метров. В деревне Новосаратовка Ленинградской области горит еще один центр Wildberries в промзоне Уткино заводе. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о 3 пострадавших. Огонь охватил соседние здания, включая распределительный центр магазина «Петрович». Отдельный пожар возник на складе птицефабрики «Северная». Основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила пожар и эвакуацию сотрудников комплекса в Симферополе. Сообщения об атаке на склад компании в Твери пока не подтверждены. Местные власти заявили о пожаре в логистическом центре, однако спутниковая система НАСА зафиксировала возгорание в районе нефтебазы. В Кирове после атаки загорелся завод «Авитек», выпускающий в том числе компоненты зенитных ракет. Серия ударов началась 18 июля со складов в Московской и Тамбовской областях. Затем были атакованы комплексы в Краснодаре и Невинномысске. В Воронеже после удара на крыше центра образовалось отверстие, и склад не открылся утром. На объекты Wildberries пришлась почти половина всех попаданий по промышленной и торговой инфраструктуре России за неделю. Украинская сторона связывает выбор целей с продажей через маркетплейс товаров военного назначения. По предварительным подсчетам повреждены центры, составляющие не менее 12% складской площади компании. Если подтвердятся удары в Твери, Воронеже и Симферополе, показатель приблизится к 15%. По данным агентства Reuters, Wildberries и Озон вместе продают товаров и услуг на сумму, эквивалентную 8,5% российского ВВП, и обеспечивают занятость около 4 миллионов человек. Украинская крылатая ракета FP-5 «Фламинго» ударила по оборонному заводу «Авитек» в российском Кирове, Вятке, более чем в 1100 километрах от границы с Украиной. Попадание подтвердили разработчик ракеты Firepoint и президент Украины Владимир Зеленский. В сети опубликованы кадры запуска, взрывов и пожара на предприятии. Губернатор Кировской области Александр Соколов признал ракетный удар, но не назвал атакованный объект. По его данным, 6 сотрудников погибли, еще 32 человека пострадали. Пожар, как утверждается, потушен. В городе временно нарушались электроснабжение и подача воды. Изменены маршруты транспорта. Авитек входит в концерн «Алмаз-Антей» и находится под западными санкциями. Предприятие участвует в производстве зенитных комплексов ТОР, поставляет компоненты двигателей для российских крылатых ракет Х-101 и Х-59, а также выпускает и ремонтирует катапультные кресла для истребителей Су-34 и Су-57. Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на товары из 60 крупнейших торговых партнеров страны. Базовая ставка составила 10%, повышенная – 12,5%. Решение распространяется на государства, обеспечивающие 99,4% американского импорта. 10% пошлина установлена для стран, которые уже запретили ввоз товаров, произведенных с использованием принудительного труда, или обязались это сделать.
Среди них Великобритания, Канада, Мексика, Индия, Индонезия и Аргентина. Для Китая, Вьетнама и еще 36 государств действует ставка 12,5%. Отдельные условия установлены для Евросоюза, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Швейцарии. Из-под тарифов вывели нефть, газ, удобрения, ряд продовольственных товаров, критически важные минералы, самолеты и комплектующие. Исключения также действуют для продукции, уже облагаемой пошлинами по соображениям национальной безопасности. Автомобилей, стали, алюминия и меди. Новые сборы вступили в силу сразу после окончания действия временной 10% пошлины, введенной на 150 дней. Ее Трамп использовал после того, как Верховный суд США отменил его взаимные тарифы в размере до 50%. Теперь Белый дом опирается на раздел 301 закона о торговле 1974 года. Эта юридическая конструкция уже выдерживала судебные разбирательства и позволяет сохранить тарифный барьер почти для всего импорта. Пекин выступил против односторонних ограничений. Австралия и Бразилия назвали американские обвинения в использовании принудительного труда необоснованными. Бразилия готовит жалобу во Всемирную торговую организацию и ответные меры. Евросоюз обвинения отверг, но признал, что Вашингтон пока соблюдает ранее согласованные предельные ставки. Associated Press напоминает, пошлины оплачивают американские импортеры, которые обычно перекладывают расходы на покупателей. Рейтер сообщает о росте доходности американских облигаций из-за опасений ускорения инфляции. Следующими могут стать тарифы против 16 крупнейших экономик, которые Вашингтон обвиняет в перепроизводстве и искусственном снижении мировых цен. Китай выступил против новых американских пошлин. Вашингтон ввел тарифы в 10 и 12,5% на товары из 60 стран, включая КНР. Представитель МИД Китая Линь Цянь назвал ограничения односторонними и заявил, торговые войны невыгодны ни одной из сторон. Позиция Китая по торгово-экономическим вопросам между Китаем и Соединенными Штатами последовательна и ясна. Мы выступаем против любых односторонних тарифных мер. Тарифная или торговая война не отвечает ничьим интересам. Евросоюз потребовал от США объяснить введение новых пошлин на европейские товары. Вашингтон обосновал их недостаточной борьбой с принудительным трудом. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала обвинения беспочвенными. В Европе действуют оплачиваемые отпуска и высокие трудовые стандарты. По ее словам, Брюссель выполнил прошлогоднее торговое соглашение, поэтому решение США стало неожиданностью. Насколько я понимаю, это также обосновывают использованием принудительного труда. Но, простите, в отношении Европейского Союза такое утверждать нельзя. Если сравнить наше трудовое законодательство с американским, у нас есть оплачиваемые отпуска и очень хорошие условия труда для работников. Поэтому подобные утверждения в действительности ни на чем не основаны. Мы заключили соглашение с Соединенными Штатами и выполнили свою часть договоренностей. Переговоры были непростыми. Для наших компаний важна предсказуемость. Именно поэтому они призывали нас добиться результата и заключить соглашение. Предсказуемость лучше, чем полная неизвестность относительно того, что произойдет дальше. Международный уголовный суд решает не только судьбу своего главного прокурора, но и собственную. В пятницу 125 государств, участников МУС, тайно голосуют по вопросу об отставке Карима Хана, обвиненного подчиненной в сексуальных отношениях без ее согласия. Для увольнения необходимы минимум 63 голоса. Руководящий орган суда рекомендовал отстранить прокурора за серьезный проступок. Хан полностью отвергает обвинения, а его адвокаты заявляют о незаконной процедуре и отсутствии доказательств. Независимые судьи сочли, что выводы расследования ООН не подтверждают вину вне разумных сомнений. Голосование проходит на фоне новой кампании Вашингтона против МУС. Под американскими санкциями уже находятся 11 высокопоставленных представителей суда. США требуют демонтировать институт, называя его угрозой своему суверенитету. Сторонники Хана связывают давление с ордерами на арест руководителей Израиля по делу о предполагаемых преступлениях в Газе. При любом результате внутренний кризис МУС продолжится. Отставка запустит долгие выборы преемника. Сохранение Хана ослабит его полномочия. Канцлер Германии Фридрих Мерц назначит Нину Варкен руководителем своего аппарата. Она станет первой женщиной на этой должности. Ее предшественник Торстен Фрай возглавит парламентскую фракцию ХДС-ХСС. Министром здравоохранения станет генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман. Перестановки начались после отставки Йенса Шпана. Политик воспользовался услугами суррогатной матери в США, хотя его партия выступает против суррогатного материнства. Ранее Шпана считали возможным соперником Мерца в борьбе за лидерство в ХДС. Я очень рад, что нам удалось привлечь Нину Варкен в качестве преемницы. Она возглавит ведомство федерального канцлера и станет федеральным министром по особым поручениям.
После ее назначения этот пост впервые в истории нашей страны займет женщина. Я рад, что она согласилась взять на себя эту роль. За последние несколько месяцев на посту министра здравоохранения Нина Варкин доказала, что способна руководить министерством и проводить реформы, несмотря на сопротивление. Большое спасибо за оказанное мне доверие, господин канцлер, и за то, что вы поручили мне эту новую работу. Я возьмусь за нее со всей энергией, но и с необходимым смирением. Я рассчитываю и дальше продвигать программу реформ, которую мы уже начали и успешно запустили в федеральном правительстве, участвовать в ее формировании и еще теснее сотрудничать с другими членами правительства и их ведомствами, а также с федеральными землями и парламентскими фракциями. Испания впервые объявила чрезвычайную ситуацию общенационального значения из-за лесных пожаров. Центральное правительство взяло под контроль тушение очагов в мадридском автономном сообществе и соседней провинции Авила. Координацию операции возглавил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласко. В мадридском регионе эвакуированы более 10 тысяч человек. Из Вилья-дель-Прадо, Сан-Мартино-де-Вальде-Иглесьяса, Пелайос-де-ла-Пресы и Альдеа-дель-Фресно. Еще 1500 вывезены из туристических комплексов и жилых районов Авилы. Около 8 тысяч жителей этой провинции получили приказ оставаться в помещениях. Два крупнейших мадридских пожара объединились в единый фронт, который движется к Навас-дель-Рею. Ветер с порывами более 50 км в час, жара и низкая влажность мешают тушению. Огонь охватил около 6 тысяч гектаров. Повреждены сотни домов. Пожар возле Бургонда достиг природного резервата Валье-де-Ируэлас. На месте работают более 270 спасателей, 40 наземных подразделений и военные из чрезвычайного корпуса. Испания запросила помощь Евросоюза. Направлены 4 самолета-амфибии. С начала года в стране выгорели почти 115 тысяч гектаров. Почти в 5 раз больше, чем к этой дате год назад. Зафиксированы 29 крупных пожаров при среднем показателе 9. Погибли 13 человек. Французские власти полностью эвакуируют полуостров Кап-Ферре, один из главных курортов Атлантического побережья. Около 40 тысяч жителей и туристов вывозят автомобильным транспортом и судами через Аркашонский залив. Огонь угрожает жилым кварталам, кемпингам и отелям. Пожар начался возле коммуны Самос в департаменте Жеронда и стремительно распространился в сторону Кап-Ферре. Выгорели уже более 10 тысяч гектаров леса. Уничтожены около 80 домов. С огнем борются 800 пожарных. Самолеты Дэш-8 сбрасывают на лес огнезащитную смесь, однако сильный ветер постоянно меняет направление пламени. Еще один пожар возник возле Бискароса, в 40 километрах южнее. Он охватил 2500 гектаров и вынудил эвакуировать более 23 тысяч человек. Всего на юго-западе Франции свои дома и места отдыха покинули около 63 тысяч жителей и туристов. Президент Франции Эммануэль Макрон запросил помощь Евросоюза. Самолеты направляют Хорватия и Португалия, вертолеты — Чехия и Словакия. Пожары распространяются после 3 последовательных волн жары и продолжительной засухи. Недостаток воды уже уничтожает часть виноградников даже в более прохладных районах Западной и Северной Франции. Уборка винограда начнется в августе. Виноделы предупреждают, часть урожая уже потеряна, а окончательный масштаб ущерба будет зависеть от осадков в ближайшие недели. В этом году погодные условия оказались очень сложными. Сезон начался хорошо, однако последние 1,5 месяца продолжается серьезная засуха. В виноградной лозе не хватает воды, и сейчас это фактически останавливает созревание ягод. Подобные годы уже случались, например, 2019, 2022 и 2025. Но тогда условия не были настолько тяжелыми. Это самая сильная засуха, с которой нам приходилось сталкиваться. К сожалению, похоже, подобное происходит все чаще. До начала сбора всегда трудно оценить, насколько сократится урожай. Произойти может что угодно. Если выпадет достаточно дождей, итоговый объем может увеличиться почти вдвое. Все действительно будет зависеть от погоды в ближайшие недели. Игры Содружества открылись в Глазго. Перед церемонией король Великобритании Чарльз III и королева Камилла посетили официальный прием. Среди гостей были герцог Эдинбургский Эдвард, премьер-министр Энди Бёрнем с супругой Мари Франс Ван Хелл и первый министр Шотландии Джон Суини. Игры Содружества — это международные соревнования по нескольким видам спорта среди сборных стран и территорий Содружества наций, большинство из которых ранее входили в Британскую империю. Церемония прошла на арене Оуву Хайдра. Король и королева появились из Тардис, машины времени из сериала «Доктор Кто», после чего Чарльз III объявил игры открытыми. Глазго принял турнир после отказа австралийского штата Виктория из-за роста расходов. Бюджет сократили до 150 миллионов фунтов, программу до 10 видов спорта. Более 3000 спортсменов из 74 стран и территорий разыграют 215 комплектов наград. Соревнования продлятся до 2 августа. Игры 2030 года примет индийский Ахмедабад.